Привет, это майор в отставке. И сегодня мое краткое мнение по поводу смены режима в Венесуэле, которая произошла сегодня утром. Сегодняшнее утро выглядело, как будто мир на секунду переключили в режим «невозможное стало возможным». США нанесли удары по целям в Венесуэле. В ходе этой быстрой спецоперации Николас Мадуро и его жена были схвачены и вывезены из страны, я так понимаю, в США. И тут у меня в связи с этим две реакции одновременно. Первая реакция – это человеческая реакция, то есть свержение таких упырей, как Мадуро, нельзя не приветствовать, и я это приветствую. Это диктатура, это репрессии, бедность в стране, которая богата нефтью и ресурсами. Это еще и наркоторговля. Но вторая реакция, она холодная. Способ, которым это было сделано сегодня, еще, я думаю, аукнется для мировой безопасности. Это сразу становится универсальной такой отговоркой для любых других диктаторов, агрессоров вроде Путина. Путин сейчас получит еще как минимум один повод оправдывать свою войну против Украины, свою агрессию. Этот псих, как всегда, перевернет все с ног на голову и при каждом удобном случае теперь будет говорить: а вон, смотрите, что США сделали. Все так делают, а значит и нам типа тоже можно. Да, Путину и раньше не нужны были поводы, потому что он их сам себе рисует, но пропаганде всегда нужен какой-то свежий реквизит, и вот сегодня его подвезли. Теперь по фактам, которые известны на данный момент. Судя по сообщениям, в Каракасе было слышно несколько взрывов, над городом летала авиация, это вертолеты, в отдельных районах были отключения электричества. Сообщается, что все это заняло относительно короткое время. Трамп, кстати, написал, что США провели, как он выразился, крупномасштабный удар, и что Мадуро с женой захвачены и вывезены. Это я уже говорил. Где они сейчас, какие будут предъявлены обвинения Мадуро и его жене, в каком суде, какие вообще были договоренности с венесуэльскими военными и были ли они вообще. Это все еще пока точно неизвестно. Мадуро успел назвать случившееся военной агрессией, ввел режим чрезвычайного положения и призвал сторонников выходить на улицы. Это все, что он успел сделать. Министр обороны Венесуэлы тоже успел выступить с заявлением о сопротивлении иностранным войскам. Но продержался он, как я уже сказал, тоже недолго. Отдельно про список целей. Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал перечень объектов, которые, по его словам, были атакованы. Там звучали очень конкретные точки. Это аэропорт Ла-Карлота, гарнизоны, военные базы, парламент, авиабазы, вертолетная база еще какая-то. Очевидно, что операция планировалась долго и весьма тщательно. Все было продумано, как я полагаю, до мелочей, потому что Мадуро был захвачен там какие-то считанные часы. Я думаю, что венесуэльская армия в этом случае не оказала, наверное, никакого сопротивления. Вероятно, часть ее командования вообще могла перейти на сторону США, на сторону Трампа. Вертолеты США свободно летали над столицей Венесуэлы. Ни работы ПВО, ни попыток сбить их, ничего. И здесь главный момент, какие настроения сейчас царят в армии Венесуэлы. Кто вообще управляет сейчас государством. И самое главное, самое интересное здесь еще в этой истории, то, что скоро мир увидит суд. Назовите это трибуналом над настоящим, над живым диктатором, над Мадуро. И это очень важный символический момент. Когда Мадуро окажется в реальном суде, с обвинениями, с доказательствами, с открытостью. Это все, кстати, напоминает историю с Нориегой, когда диктатора также свергли в результате спецоперации США, арестовали его, вывезли в США и довели до суда. Такие моменты становятся уроком не только для какого-то там одного режима, а для целого поколения диктаторов-автократов. Это будет урок. Диктаторы отвечают за свои поступки. И вот это все, то, что будет происходить с Мадуро, будет выглядеть так, как могло бы быть, а может даже и будет в реальности когда-то с Путиным и с его окружением. Я надеюсь, что он также будет арестован, доставлен в суд и судим. Ну а теперь про Трампа и Украину в этой ситуации. Вероятно, Трамп сам не ожидал, что его спецоперация по смене режима в Венесуэле пройдет так молниеносно и будет такой успешной. И, возможно, у этой истории все-таки будет и второе прагматическое последствие, положительное. Трамп, похоже, освобождается от венесуэльского узла, и теперь его руки абсолютно свободны в плане действий по Украине. Может быть, теперь он займется тем, что от него так долго ждут. Он займется принуждением Путина к миру. Да, конечно, было бы неплохо, если бы спецназ США таким же способом арестовал Путина, о чем я уже сказал, и его Еву Браун. Но это пока маловероятно. И еще один момент. Если венесуэльский сценарий станет моделью внешней политики, то
Завтра Путину и другим таким же, как он, будет проще продавать свою картину мира. Типа, все решают рейды, удары и захваты. Что дальше? Ну, дальше три главные интриги. Первое, где Мадуро сейчас, в каком он статусе и так далее. Захвачен — это не юридический термин, это лозунг. Важно, что будет де юре. Второе. Кто реально контролирует сейчас Венесуэлу? Потому что режим пал и страна управляется – это две разные вещи. И третье. Как мир на это ответит? Латинская Америка, Европа, Китай, Россия. И что это сделает с международным правом? И последняя мысль. Да, падение диктатора хочется приветствовать, особенно если ты знаешь, что такое диктатура, настоящая диктатура. Но радоваться нужно не моменту захвата, а моменту справедливости. Если суд над Мадуро станет таким настоящим открытым судом, это будет правильный сигнал всем диктаторам, включая Путина. Если же это окажется какой-то демонстрацией силы, то сигнал будет другим. Типа делайте, что хотите, если вы сильнее. В общем, следим, наблюдаем, не теряем голову и не забываем. Главный диктатор, главный преступник, от которого зависит мировая безопасность, сидит не в Каракасе. Он до сих пор сидит в Кремле. У меня на этом все. Ставьте лайки и делитесь этим видео. Всем удачи, всем пока и с Новым годом!